Обыски у главы государства. Следователи ворвались в дворец президента. Митинг в центре Киева. Протестующие собирают новый Майдан. Озвучены требования. Секретные документы опубликованы. Американские военные шокировали общественность. Трамп резко меняет планы. Объявлен срочный сбор генералов. Мощный удар в спину от бывшего союзника. Зеленский резко ответил Берлину. Ракет больше не будет. Российский флот обрекли на смерть. Об этих и других событиях к утру воскресенья 24 мая. Главное событие дня коротко и по делу. Это «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Тучи над режимом Айтол снова сгущаются. Дональд Трамп резко изменил планы. Президент США отменил традиционный полет в свой гольф-клуб и остался в столице. Самое важное, Трамп пропустил не просто еженедельную игру в гольф, но и свадьбу старшего сына. Хотя мне очень хотелось быть рядом со своим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трампов, его будущей женой Беттиной, но обстоятельства, связанные с работой в правительстве, и моя любовь к Соединенным Штатам Америки не позволяют мне этого сделать. Я считаю важным оставаться в Вашингтоне, округ Колумбия, в Белом доме в этот важный период времени. Решение остаться в столице Трамп принял после совещания по нацбезопасности. На столе, по данным CNN, лежали сразу несколько сценариев насчет Ирана. Ранее стало известно, что руководство режима почти полностью закрыло небо над страной. Как думаете, дело к войне? На Урал как домой. То, что недавно было сенсацией, становится обыденностью. Украинские дроны снова долетели до Пермского края. А вот цель на этот раз была настолько важной, что о ней написал сам Владимир Зеленский. Беспилотники СБУ ударили по химическому гиганту Metafrax Chemicals в Пермском крае. Это примерно 1700 километров от границы. Очень важно, что украинские санкции успешно достигают таких объектов, работают на такое расстояние. Спасибо вооруженным силам Украины. Предприятие называют критически важным для российской военной промышленности. Там производят химические компоненты, которые используются в выпуске дронов, ракетных двигателей, взрывчатки и авиационной техники. Захватчики тоже ударили по нетипичной цели. Под огнем уже не раз были школы, детские сады, больницы, музеи. Но изощренность российских военных преступников не знает границ. В Сумах дрон агрессоров ударил по траурной процессии. Люди пришли проводить близких в последний путь. Вместо этого сами оказались под атакой. Сначала сообщали о 9 пострадавших. Часть людей медики спасали прямо на месте. Нескольких увезли в больницу в тяжелом состоянии. Одного мужчину врачи пытались реанимировать несколько часов. Спасти его не удалось. Владимир Зеленский умеет говорить «нет» не только Москве. Как пишет Reuters, президент Украины отверг предложение Фридриха Мерца. Ранее канцлер Германии предложил для страны новый статус ассоциированного члена с более ограниченными правами, чем у других. По данным агентства, Зеленский подверг предложение критике в письме к лидерам Евросоюза. Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Пришло время двигаться вперед в вопросе членства Украины полноценным и значимым образом. «Мы защищаем Европу полностью, а не частично», сказано также в письме. Позже Зеленский открыто выступил с похожим тезисом уже в своем видеообращении. Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным, полноправным. Вчерашний союзник Кремля готовит мощный удар ему в спину. Венгрия слазит с российской газовой иглы. Будапешт готовит сделку на поставки топлива из Румынии с месторождения Нептун-Дип в Черном море. Добычу там планируют начать уже в следующем году. Венгерская компания MVM якобы уже согласовала цену, и она не выше российской. Если соглашение подпишут, Венгрия сможет заменить до четверти импорта газа из России. Для Кремля это особенно болезненно, потому что именно Будапешт долго оставался у Москвы одним из последних крупных покупателей голубого топлива внутри ЕС. Нептун-Дип вообще называют одним из главных энергетических проектов Европы. Его запасы оценивают примерно в 100 миллиардов кубометров газа.
На Майдане опять протестовали, но с нетипичными лозунгами. Участники требовали Украины для украинцев. Кроме того, митингующие против мигрантов задавались вопросами, а будет ли пакистанец защищать Купянск. Украинская правда отмечает, что тему массового наплыва трудовых мигрантов начали раскручивать еще в начале весны, и первыми это сделали пророссийские телеграм-каналы. В течение последних месяцев появлялись не только слухи, но и фальшивые видео, компрометирующие иностранцев. Теперь эта кампания уже получила продолжение в виде уличной акции. Как думаете, тема искусственно вбрасывается или проблема на самом деле есть? Пишите в комментариях. Дроны над Балтией уже становятся новой нормой. За неделю в Латвию влетел уже 4-й неизвестный беспилотник, и этот взорвался. Правда, к счастью, перед этим он упал не на важный объект или жилой квартал, а рухнул в озеро Дридис, недалеко от границ с Белоруссией и Россией. Военные признали неприятный факт, система его даже не заметила. Сенсоры не сработали, воздушную тревогу людям не объявляли, пострадавших нет, но вопросов становится все больше. На неделе в Литве из-за БПЛА со стороны Беларуси в Вильнюсе объявляли красный уровень опасности, а правительство, депутатов Сейма и президента спрятали в укрытие. В Латвии из-за предыдущих инцидентов с беспилотниками распалась правительственная коалиция. В Киеве считают, что российская радиоэлектронная борьба специально сбивает украинские дроны с курса и уводит их в сторону Европы. А Москва обвиняет сами страны Балтии в том, что они пропускают украинские БПЛА к целям в России и даже в создании баз ВСУ на территории Латвии, угрожая ударами возмездия. Силовики наведались в президентский дворец с обысками. На этот раз речь идет о Франции. Но целью следователей не был главный обитатель Елисейского дворца. В деле фигурирует не Эммануэль Макрон, а компания Shortcut Events. Уже больше 20 лет она организовывает для французских властей крупные официальные мероприятия, в том числе церемонии в Пантеоне, где хоронят национальных героев Франции. Цена одного такого события могла доходить до 2 миллионов евро. Следствие подозревает, что тут не обошлось без лоббизма, и недешевые контракты годами выдавались одной и той же фирме не просто так. А тем временем агрессор вместо того, чтобы остановить войну, готов заложить последнюю рубашку. Российские власти впервые за долгое время выставляют на продажу крупный пакет акций Аэрофлота. На биржу хотят выставить почти 1/4 компании. По оценкам СМИ, бюджет сможет получить около 45 миллиардов рублей. Для Кремля сейчас это особенно важно. Только за первые 4 месяца года дефицит бюджета уже достиг почти 6 триллионов рублей. И проблема не только в войне и расходах на армию. Российская экономика начала замедляться, бизнес платит меньше налогов, а прогнозы роста ВВП власти уже срочно урезали почти до нуля. Генштаб ВСУ приоткрыл детали недавней атаки на Новороссийск в Краснодарском крае. Оказалось, что результат гораздо мощнее тех оценок, которые сразу делали мониторинговые каналы. Кроме нефтебазы «Грушевая балка», украинские дроны снова поразили и терминал Шесхарис. Там подтверждено попадание и пожар. Кроме того, Генштаб заявил о поражении танкера теневого флота РФ «Хрисалис». Но это не все. Информацию дополнил командующий сил беспилотных систем Роберт Броуди. Удар был нанесен еще 2 военным российским судам. Речь о ракетном корабле на воздушной подушке проекта 1239 и многострадальном фрегате «Адмирал Эссен» проекта 11356. Мадьяр честно признал, что степень поражения этих бортов пока украинской стороне неизвестна. Но, как добавил командующий, эти корабли обречены утонуть. Крепостное право в России, похоже, хотят вернуть, но не в отношении крестьян. Власти взяли на прицел студентов. Их хотят буквально закреплять за госпредприятиями еще во время учебы. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по соцполитике сообщил министр труда Антон Котяков. Минтруд готовит систему, при которой будущих специалистов будут заранее распределять под нужды заводов и госкорпораций. Студент поступает в вуз и почти сразу оказывается привязан к конкретному заводу.
Это особенно актуально для компаний без мощной материально-технической базы, поэтому упор предлагается сделать на развитие системы организации обучения и практики именно внутри предприятия. Власти объясняют это заботой о промышленности, мол, молодежь слишком увлеклась заработками в интернете и не хочет идти на предприятие. Пока речь идет о 7 годах, но кто знает, что они придумают завтра. Ведь в советском прошлом было не только распределение, но и трудодни и хлебные пайки. Дональд Трамп удивил всю Японию. Президент, который остается дельцом, похоже, решил инвестировать в искусственный интеллект, но попал в анекдотическую ситуацию. Местные СМИ пишут, что американский лидер мог случайно вложить миллионы долларов не в IT-компанию, а в сеть ресторанов. На фоне бума инвестиций в ИИ Трамп активно скупал технологические активы и, как предполагают журналисты, мог перепутать название Kura Sushi с компанией Fuji Kura, которая занимается волоконно-оптическими технологиями для IT-сектора. Рынок отреагировал мгновенно. Акции суши-ресторанов после новостей подскочили более чем на 5%, а бумаги настоящей технологической компании внезапно рухнули почти наполовину. Как думаете, Трамп потерял хватку? А может, настоящая покупка прошла как раз после публикации? Пентагон продолжает серию публикаций материалов об НЛО. На новых рассекреченных видео американские военные зафиксировали странные объекты в небе. Наибольшее внимание привлек ролик с гуманоидной фигурой над калифорнийским нацпарком. Интернет уже начал готовиться к вторжению пришельцев, но магия продержалась недолго. Очень быстро выяснилось, таинственный объект оказался обычной надувной фигурой штурмовика из «Звездных войн». Фанаты франшизы просто запустили ее в небо ради шутки. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.